Привет, Арми. В последние несколько дней имя Ким Тэхёна, более известного во всем мире как Ви из BTS, снова оказалось в центре внимания. Но на этот раз не из-за новой песни, неожиданного выхода альбома или официально анонсированного кинопроекта. Вместо этого внимание к нему вернулось из-за чего-то гораздо более неожиданного, старого видео, давно забытого многими, которое внезапно всплыло и быстро распространилось по социальным сетям. На первый взгляд, видео кажется простым. Нет драматических эффектов, нет грандиозной сцены и нет тщательно спланированной постановки. На нем показан молодой Тэхён, еще находящийся на раннем этапе своей карьеры, спокойно говорящий с расслабленным, но уверенным выражением лица. Его тон непринужденный, почти игривый, но слова, которые он произносит, несут в себе вес, который сегодня ощущается гораздо сильнее, чем несколько лет назад. В клипе Тэхён уверенно заявляет, что верит, что станет намного круче, когда ему исполнится 30 и 40 лет. Он даже упомянул мировую суперзвезду Джастина Бибера в качестве примера для сравнения, что в то время казалось смелым и амбициозным шагом для молодого айдола, еще только ищущего свое место в индустрии. С присущей ему улыбкой Тэхён завершает свое заявление фразой, которую фанаты цитируют до сих пор: «Я покажу вам, какой я крутой. Обещаю». Когда видео впервые появилось несколько лет назад, многие восприняли его просто как невинные слова молодого айдола, полного больших мечтаний и юношеской уверенности. Некоторые улыбались его оптимизму, другие отмахивались, считая, что он со временем перерастет это. Мало кто мог представить, что эти слова однажды всплывут как нечто глубоко символичное. Время шло. Годы шли. Его карьера продолжала развиваться, формируясь под влиянием напряженного графика, мировых турне, творческих вызовов и личностного роста. И теперь, в 30 лет, мир, кажется, пришел к общему выводу. Тэхён не просто говорил. Он сдержал свое обещание. Повторное появление этого видео воспринимается как мощное напоминание не только для ARMY, которые следили за Тэхёном с самого начала, но и для более широкой публики, которая, возможно, открыла его для себя позже благодаря более зрелому и утонченному образу. Сегодня, просматривая клип, зрители поражаются контрасту. В видео Тэхён излучает юношескую и любопытную ауру. В его выражении лица чувствуется мягкость, невинность и полное неосознание того, насколько далеко однажды распространится его влияние. Он говорит, не зная, что миллионы людей по всему миру в конечном итоге будут анализировать каждое его слово, каждую улыбку и каждое обещание. Это резко контрастирует с Тэхёном, которого мы видим сегодня. Нынешний Тэхён держится спокойно и уверенно. Его присутствие ощущается основательным, харизматичным и целенаправленным. Он движется с осознанием силы своего влияния, но не злоупотребляет ею. Преображение не кричащее и не натянутое, оно тихое, естественное и глубоко захватывающее. Реакция публики на вновь появившееся видео была мгновенной и ошеломляющей. Комментарии были завалены тысячами, даже миллионами сообщений в течение нескольких часов. Фанаты разных поколений ARMY собрались в одном месте, объединенные эмоциями. Многие писали сообщения, обращенные непосредственно к Тэхёну прошлых лет. Комментарии вроде «Тэхён, ты осуществил свою мечту» появлялись снова и снова, словно фанаты общались сквозь века. Другие с гордостью заявляли: «Ты теперь даже круче, чем Джастин Бибер», отражая глубокую гордость, которую они испытывали, наблюдая за его путем. Некоторые фанаты признались, что у них мурашки по коже пробежали, когда они снова посмотрели видео. То, что когда-то звучало как смелая мечта, теперь ощущалось как идеально сбывшееся пророчество. Это было уже не просто заявление, это было доказательство роста, терпения и веры в себя. Что делает эту историю особенно сильной, так это то, как Тэхён исполнил свое обещание. Это произошло не благодаря одному единственному взрывному достижению. Вместо этого, это было благодаря постоянному совершенству в различных областях, неуклонно развивавшемуся с течением времени. В мире моды Тэхён стал именем, которое органично вписывается в ряд мировых икон. Он был назначен амбассадором многочисленных престижных люксовых брендов, включая Cartier, Celine, KRMPO Skaufi,
а также сотрудничал с другими высококлассными международными марками. Его присутствие в качестве модели никогда не кажется натянутым или искусственным. Каждая фотосессия, каждая рекламная кампания и каждое публичное выступление подчеркивают его подлинную, артистичную и глубоко харизматичную сторону. Его внешность, которую поклонники часто описывают как нереальную, теперь сочетается с безошибочной аурой зрелости. Эксперты и наблюдатели моды часто отмечают, что Тэхён вступил в фазу, когда его привлекательность больше не зависит исключительно от физической красоты. Вместо этого она подкрепляется полностью сформированным визуальным образом. То, как он стоит, как смотрит в камеру, даже мельчайшие детали, такие как движение рук или едва уловимые выражения лица, все это выглядит продуманно, но естественно. Такой баланс встречается редко, именно к нему стремятся люксовые бренды. Тэхён – это уже не просто красивое лицо. Он олицетворяет собой образ жизни, отношение к жизни и чувство собственного достоинства, которые глубоко отзываются в сердцах мировой аудитории. Помимо моды, Тэхён продолжает выражать себя через музыку и актерское мастерство. Как музыкант, он со временем отточил и обогатил свой неповторимый вокальный тембр. Оставаясь важным участником BTS, он также зарекомендовал себя как артист с сильной и узнаваемой музыкальной индивидуальностью. Многие считают, что в актерской профессии у Тэхёна огромный потенциал, который еще не полностью раскрыт. Несмотря на ограниченное количество появлений на экране, каждая его роль и эпизодическая роль оставляют неизгладимое впечатление. Его присутствие на экране кажется естественным, эмоциональным и тихо сильным. Это говорит о том, что его творческий путь еще далек от завершения. Именно эта долгосрочная стабильность делает старые видео такими эмоциональными. Публика видит не просто успешного айдола. Она видит человека, который остался верен своим собственным словам. В индустрии развлечений, часто наполненной поспешностью, преувеличенными обещаниями и мимолетной славой, история Тэхёна кажется удивительно искренней. Он никогда не спешил что-либо доказывать. Он позволил времени сформировать его, учась на каждом опыте, постепенно создавая версию себя, которая кажется подлинной и основательной. Интересно, что восхищение Тэхёном не ограничивается только фанатами. Он также заслужил глубокое уважение коллег-артистов, включая ведущего корейского актера Пак Саджуна. Во время гостевого выступления на YouTube-канале Сон Сеён 7 октября Пак Саджун откровенно рассказал о своей дружбе с Тэхёном. Его тон был непринужденным, честным и глубоко человечным. Он признался, что были моменты, когда он завидовал жизни Тэхёна как певца. Пак Саджун рассказал, что он посетил несколько концертов BTS, где выступал Тэхён. Наблюдая за происходящим из зала, он описал этот опыт как нечто совершенно отличное от всего, что он знал как актер. Он с восхищением говорил о невероятной энергии десятков тысяч фанатов, которые приветствовали Тэхёна, подпевали и эмоционально общались с ним на сцене. По словам Пак Саджуна, эмоции, которые испытывает певец, стоя перед такой огромной толпой, это то, чего он никогда не испытывал за всю свою актерскую карьеру. Он вслух задался вопросом, каково это – допевать последнюю строчку песни, когда аплодисменты продолжают звучать, а эмоции остаются на пике. Его слова были произнесены не с горячью или завистью, а с искренним восхищением. Это была та честность, которая показывает, насколько глубоко жизнь и карьера Тэхёна повлияли на многих, даже на тех, кто добился успеха в своей области. Замечания Пак Саджуна еще больше подкрепляют представление о влиянии Тэхёна. Он не только кумир, которым восхищаются фанаты, но и источник вдохновения для своих коллег. В глазах Пак Саджуна Тэхён – это друг, чья жизнь наполнена широким спектром эмоций, чего нелегко достичь, даже имея славу и успех. Если взглянуть на это с учетом старого вирусного видео Тэхёна, вырисовывается четкая картина. Тэхён – это человек, который ставит перед собой цель, глубоко в нее верит и идет к ней с упорством и терпением. Он никогда не полагался на мгновенный успех. Он рос, учился и позволял своему опыту формировать его естественным образом. Именно поэтому в 30 лет он не просто выглядит круто, он крут по характеру, по присутствию и по содержанию. Многие ARMY описывают наблюдение за Тэхёном сегодня как результат долгого пути, полного упорного труда. Их комментарии,
Это не просто похвала, а выражение общих эмоций. Фанаты чувствуют, что росли вместе с ним, наблюдая за каждой трансформацией, пока он наконец не достиг стадии, когда излучает ауру настоящей мировой звезды. Корейские развлекательные СМИ также отреагировали на эту историю с теплотой, а не с сенсационализмом. Вместо преувеличения они представляют ее как тихий пример того, как вера в себя и последовательность могут привести человека к успеху, превосходящему даже его первоначальные ожидания. Тэхён не просто стал крутым, как обещал. Он стал самой совершенной версией самого себя. В индустрии, которая движется с изнурительным темпом и постоянно находится под давлением, путь Тэхёна ощущается как успокаивающая пауза. Он напоминает нам, что настоящий успех не всегда приходит с драматическим взрывом. Иногда он достигается небольшими, постепенными шагами, предпринимаемыми на протяжении многих лет. Это старое видео больше не просто ностальгический ролик из прошлого. Оно превратилось в символ, доказательство того, что слова, сказанные с убеждением, могут стать реальностью, если их сочетать с усилиями, терпением и искренностью. И, возможно, именно поэтому публика продолжает возвращаться к истории Тэхёна. Не только из-за его таланта, внешности или популярности, но и потому, что его путь кажется подлинным и понятным. Он мечтал. Он обещал. И он справился. В глазах поклонников, коллег по индустрии, таких как Пак Саджун, и зрителей по всему миру Ким Тэхён сегодня является живым доказательством того, что